Продолжаю тему плодородной земли на грядках. Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу, как можно получить отличный перегной за копейки. Перегной нужен всегда, и осенью, и весной. Все вырастет там, где земля плодородная. Можно купить навоз и убрать его на дозревание, или купить готовый перегной и потом все раскидать на грядке. А можно сделать все гораздо проще и лучше. В лесу никто не удобряет землю навозом, а почва рыхлая и богатая, потому что вся выросшая и опавшая органика перерабатывается микроорганизмами и червями и превращается в плодородную почву. Так почему бы не сделать так же у себя на участке? Пусть санитары почвы живут и работают на наших грядках, просто им нужно дать, что перерабатывать. В этом качестве отлично подходит растительная органика, трава, листва и обычные пищевые отходы из кухни. Да, пищевые отходы – это лучшая органика. Это могут быть все пищевые отходы. Это может быть даже картон из-под яиц. Все остатки с кухни в земле перегнивают и становятся отличным перегноем. Поэтому органику и кухонные отходы все складываю на грядку. Складываю отходы прямо на грядке под мульчу, чтобы не было видно. Все органические остатки, очистки, кожурки, скорлупа, заварка – все на грядке. Исключить нужно отходы от цитрусовых – лимона, апельсина, грейпфрута и кости рыбы и животных. Особенно много остатков по осени. Обрезки и очистки овощей, идущих на обработку и консервацию, а также то, что не успели переработать или начало портиться. Все кладу на грядку. И, конечно, проверяйте, чтобы не попадали остатки пленки от упаковки, мешков и пакетов, обертки, фантики. Они не сгниют. Чем больше органики поступает в почву, тем она становится плодороднее. Вот вам и перегной, без затрат и усилий и сразу на грядках. Испытано и проверено не одним годом. Растительный перегной прекрасно заменяет обычный и даже превосходит по полезности. Вот мы сегодня в саду, например, жарили картошку, у нас испортились огурцы. Вода, которую я использовала для мытья овощей, сами отходы, я слила в ведро и теперь буду использовать для грядок. Выливаю пищевые отходы также на грядку. Чем больше органики поступает в почву, тем больше перегноя на грядках. Зимой я отдельно складываю кухонные отходы и увожу их в сад, а весной кладу прямо в лунки перед посадкой. Особенно это хорошо для капусты. Вырастает просто огромная. Крупные остатки обязательно измельчить, например, скорлупу просто разминаю рукой. Или складываю сверху лунок. Складывать нужно обязательно под мульчу. Под мульчой остатки быстрее перегнивают и перерабатываются, превращаясь в перегной и плодородную почву, прям тут же на грядке или в лунке. Для более быстрого перегнивания грядки и лунки поливаются травяным настоем или настоем с микроорганизмами. И все. Вот вам перегной и гумус прямо на грядках, без усилий и затрат. Попробуйте, это рабочий испытанный метод. Только обязательно складывайте под мульчу, и вы увидите, как быстро нарастет шикарный плодородный слой. Начните с этой осени и продолжайте так делать весной и летом. И увидите, как на глазах изменится и обогатится почва на ваших грядках. А урожай станет тому подтверждением. Желаю приятных садовых хлопот и до новых встреч на канале Дом